Правда ли, что Чингук прилетел в Корею без Тэхёна? Что же на самом деле происходило за кулисами, пока правда наконец не вышла наружу? Этот факт слишком болезнен для некоторых армий, чтобы принять его. Приготовьте свое сердце, потому что эта скрытая правда доведет вас до слез. Прежде чем продолжить читать, подумайте, это просто недоразумение или за этим скрывается нечто гораздо более глубокое. Оставьте свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если были удивлены, и подписывайтесь, чтобы не пропустить дальнейшие события. А теперь давайте приоткроем завесу тайны, которая держала весь мир в напряжении. Заметили ли вы что-нибудь необычное во вчерашнем видео возвращения Чингука? На первый взгляд все казалось обычным: вспышки камер, толпа ликующих фанатов, звуки сотрудников аэропорта, пытающихся поддерживать порядок. Но было одно, что беспокоило всех с первой секунды: почему Чингук был один? Рядом с ним не было ни тени Тэхёна. Никакой теплой улыбки, которой они обычно обменивались. Никакого совместного махания руками. Только Чингук в черной толстовке, закрывающей часть лица, быстро прошел через зону прилета, не произнеся ни слова. Все корейские СМИ внезапно замерли. Репортеры, ожидавшие со списком вопросов к двум участникам BTS, которые, по слухам, возвращались домой вместе, внезапно потеряли ориентацию. Им ответил только один – Чингук, и, словно не желая разговаривать, он даже не оглянулся. Было ли это знаком чего-то гораздо большего, чем просто разница в расписании? На следующее утро, еще до того, как часы пробили 7, хэштег «Решетка где Тэхён» стал трендом по всему миру. Тысячи армий из разных стран заполонили социальные сети одним и тем же вопросом: где Тэхён? Почему он не вернулся с Чингуком, как ранее упоминалось в описании деятельности HYBE? Затем появились предположения. Некоторые упоминали, что Тэхён все еще находится за границей для фотосессии. Другие говорили, что у него легкое заболевание. Но некоторые начали шептаться о более радикальных возможностях: не треснули ли отношения Чингука и Тэхёна? Не скрывался ли конфликт? Эти вопросы не возникли на пустом месте. Если копнуть глубже, то следы их единения в последние недели действительно резко сократились. Никакого закулисного взаимодействия, никаких совместных влогов, никакого контента с участием обоих. Даже в последнем прямом эфире Чингука, когда фанаты спросили о Тэхёне, он лишь слегка улыбнулся, а затем сменил тему. Для преданных фанатов такая улыбка – не ответ. Это тревожный сигнал. HYBE пришлось высказаться. В официальном заявлении, опубликованном тем же днем, они упомянули, что личный график Тэхёна отличается от расписания Чингука и беспокоится ни о чем. Но, как ни странно, никаких дальнейших подробностей не было, никакой информации о том, куда Тэхён отправился или когда вернется. Никаких разъяснений по поводу слухов о напряженности между ними. Еще более удивительно, что, как сообщается, некий неназванный сотрудник HYBE слил СМИ информацию о том, что внутри группы что-то прорабатывается. Это единственное предложение сразу же вызвало панику. Армии начали строить догадки о возможных сценариях, которые они даже представить себе не хотели. Одно фан-видео из аэропорта запечатлело еще более душераздирающий момент. Выходя из здания, Чингук опустил взгляд и глубоко вздохнул, словно что-то сдерживал. Эмоции, печаль, чувство вины. Камера идеально поймала этот момент. Даже субтитры не требовались, чтобы понять, какой груз он нес. Если оглянуться назад на несколько недель, то можно заметить, что уже начали появляться небольшие сигналы. В одном зарубежном интервью Тэхён сказал: «Иногда нам нужно пространство, чтобы понять себя даже от самых близких людей». Тогда это звучало философски. Сейчас это похоже на скрытое послание. Поклонники начали составлять свои собственные хроники, сопоставляя высказывания Тэхёна и Чингука по разным поводам. Они обнаружили двухнедельный разрыв без взаимодействия, ни одного упоминания, ни одного лайка, ни одного совместного появления. Необычно, учитывая, насколько неразлучны они всегда были. Может быть, HYBE что-то скрывают?
Боятся, что, если правда откроется, это может пошатнуть основы крупнейшего в мире фандома? Почему Тэхён не появился и ничего не опубликовал, даже короткого рассказа? Реакция фанатов была эмоциональной. Нам не нужно, чтобы они были идеальными. Мы просто хотим знать, что с ними все в порядке, написал один фанат с Филиппин. Если они ссорятся, скажите им. Мы не бросим их, мы просто хотим понять, написал другой из Аргентины. Но молчание HYBE только усиливало беспокойство, пока в тот день не появилось 11-секундное видео с проверенного фан-аккаунта. На нем был запечатлен мужчина в шляпе и маске, которого все считают Тэхёном, быстро идущий по иностранному аэропорту. Подтверждения не было, но ARMY сразу узнали его позу и шаги. Если это действительно был Тэхён, то следующий вопрос был очевиден. Почему он пошел один? Почему он не вернулся с Чингуком? Они больше не координируют свои действия? Или все это часть более масштабной коммуникационной стратегии, предотвращения чего-то более деликатного? Самый душераздирающий момент наступил, когда один из старших ARMY написал фразу, которая стала вирусной. Даже если они не разговаривают с нами, мы все еще здесь. Но молчание ранит. Эта фраза отражала то, что чувствовали миллионы, когда любовь смешивается со страхом, а надежда сталкивается с домыслами. Этот момент стал беспрецедентным поворотным моментом в истории BTS, когда два участника, известные своей близостью, теперь разделены расстоянием, временем и молчанием. СМИ начали раскапывать старые кадры, которые теперь, казалось, обрели новый смысл. В одном концертном видео, в заключительный момент, когда участники обнимались, Тэхён, казалось, убрал руку с плеча Чингука чуть быстрее обычного. Тогда никто этого не заметил, но под сегодняшним взглядом на домыслы этот небольшой жест превратился в подозрительный кусочек пазла. Международные ARMY, известные своими детективными навыками, нашли еще одну зацепку. Стилист BTS однажды опубликовал в Instagram истории два висящих рядом костюма с надписями JK и V и рукописной запиской «Кто наденет на этот раз?». Публикация была удалена через 2 минуты. Поклонники также поделились глубоко личными историями. Одна из бразильянок опубликовала видео, на котором она плачет, держа в руках лайтстик BTS, Чингук и Тэ дали мне надежду. Пожалуйста, не дайте этому разрушиться. Многие разделяли схожие чувства, речь идет не только о двух айдолах, но и о символе дружбы, верности и любви, вдохновляющем миллионы. Посреди бури Чингук выбрал молчание. С момента возвращения в Корее его видели лишь однажды. На камеру возле магазина HYBE, в черной куртке и шляпе, он смотрел вниз и быстро шел, не говоря ни слова. Некоторые увидели в этом сожаление, другие – желание уединиться. Но все согласились, на его лице была тяжесть, которую невозможно выразить словами. Официальные аккаунты HYBE хранили молчание. Никаких обновлений, никаких фотографий, никаких заверений. И в эпоху, когда прозрачность – это все, это молчание лишь усиливало смятение. Напряжение возросло, когда японское издание сообщило, что Тэхён завершает личный проект, требующий времени и спокойствия. Но это заявление противоречило позиции HYBE, заключающейся в отказе от комментариев. Было ли это бегством от правды, или правда была слишком болезненной, чтобы ее раскрывать? В японской радиопередаче ведущий сказал, эту перемену чувствуют не только ARMY, но и все, кто видел, насколько глубоки их отношения. Эту фразу повторяли фанаты, которые чувствовали, что стали свидетелями конца эпохи. Однако вскоре всплыл другой факт: запланированное на прошлой неделе выступление Тэхёна за рубежом было внезапно отменено. Первым об этом сообщил известный модный фотограф, заявивший, что фотосессию дважды переносили, прежде чем ее отменил непосредственно сам артист. Этим артистом был Тэхён.